Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. В сегодняшнем видео хочу показать результат прививок 2025 года, показать результат сигнальных гроздей. В данном случае сигнальные грозди выполняют одну из основных функций. Это подтвердить сортность, и визуально мы можем посмотреть, какой будет у него ягода. В данном случае я хочу показать вам класс бессемянности. И у меня на данном кусту винограда привит американские кишмиши. В данном случае перед вами это кишмиш под условным названием Черномор. Оригинальное название, к сожалению, я не знаю. Но для кишмиша очень имеет хороший размер. В данном случае при полном созревании грозди будут у него, скажем так, полностью черными. Но на сегодняшний день она еще полностью не готова. В данном случае возьмем мы несколько ягод и проведем и посмотрим его на размерные характеристики и посмотрим на класс бессемянности. В данном случае, что могу сказать, что грозди у него получаются в меру такие плотные, но немножко грозди здесь шевелятся. С последующим на нормальный, скажем так, урожай, когда на следующий год он даст первый сигнальный урожай, то есть не сигнальные грозди на прививках этого года, а уже настоящий урожай. Я думаю, что размер ягод увеличивается в размере. В данном случае очень интересный кишмиш, имеет такую плотную, хрустящую консистенцию. Я тут дегустировал одну из потемневших ягод, имеет такой необычный, какие-то фруктовые насыщенные тона. То есть вкус у него необычный. Следующий кишмиш американской селекции, о котором я хочу рассказать, это кишмиш Арра 30, который имеет вот такие вот нарядные, красивые ягоды. По данному американскому кишмишу хочу рассказать, что имея вот такие очень красивые, нарядные ягоды, такие вот пальчики, очень плотные, хрустящие, то есть тактильно, то есть они вот прям ощущаются. И очень хрустящие в консистенции. В данном случае Арра 30 не зря считается очень хорошей заменой такому американскому кишмишу, как Арра 15, который мы знаем под условным названием Арарат. В данном случае, в отличие от Арарата, здесь очень хорошую силу роста преобладает, то есть она имеет большую силу роста, и что немаловажно, имеет очень ранний срок созревания. Имея даже такие ранние сроки созревания, я знаю, что она очень долго висит на кусту, не теряет всех своих качеств. Также самое здесь возьмем несколько ягод и посмотрим на класс бессемянности. Следующий кишмиш американской селекции, о которой я хочу рассказать, в данном случае это кишмиш Autumn King, да, король осени, носит условное название Land Cruiser. Это не новинка, но у меня на винограднике она новинка. Все никак у меня не получилось заиметь данный сорт винограда. Первый год у меня была лоза ненадлежащего качества. Я не смог привить, да, то есть прививки не пошли в рост. В прошлом году был, к сожалению, пересорт. И такое бывает у нас в нашей практике. В этом году я вижу, что у меня данный американский кишмиш нормально плодоносит, и сигнальные грозди подтверждают свою сортность. Данный сорт имеет поздний срок созревания, поэтому еще что-то говорить определенно о нем еще рано. Но мы возьмем несколько ягод и посмотрим на ее бессемянность. Следующий американский кишмиш, который попал ко мне под вот таким вот обозначением, что могу сказать. В данном случае это пересорт. Я вижу, что здесь это кишмиш американской селекции. Ходят в интернете, что это Арра 13. Достоверных источников у меня нету. Но данный кишмиш имеет, скажем так, название подарочный. Я делал сравнительные характеристики по листовому аппарату, да, по листьям, по ягоды, по моменту окрашивания, по сроку созревания, то есть идентичный. В данном случае это явный пересорт. В нашей практике также самое бывает. Но несмотря на пересорт, данный кишмиш подарочный имеет вот такие очень красивые оригинальные
ягоды, то есть она внешне привлекательный, пальчиковидный, с ранним сроком созревания. Также самое имеет овальную вытянутую ягоду. Да, вот здесь, вот с этой стороны, с этого ракурса, здесь вот данная гроздь, она цвела немножко раньше, она попала в более благоприятные условия. За счет этого здесь равномерное опыление. И не в меньшей степени хочу сказать еще такой факт, что когда вы делаете прививки, особенно это касается кишмишных сортов, то в первый год, в год прививки, они могут не показывать своих, скажем так, класса бессемянности, да, или то, что, условно говоря, встречаются рудименты. В последующем эти рудименты исчезнут. Это объясняется тем, что когда мы делаем прививку, прививка приживается примерно дней 20, да, потом она трогается в рост, и цветение приходится в неестественные условия. Это очень жаркий воздух, да, и сухой. В этот период не всегда завязывается полное, скажем так, опыление, и ягоды имеют несвойственные характеристики. Но опять же, это сигнальные грозди. В этом году их задача показать и подтвердить нам сортность. Давайте возьмем несколько ягод каждых представленных сортов, скажем так, да, и посмотрим на размерные характеристики. Возьмем несколько ягод. Ягоды у него, скажем так, пальчиковидные, имеет такой вот овально вытянутую. Посмотрим на его характеристики. Давайте возьмем и несколько ягод Land Cruiser, да. То же самое посмотрим его на... Я знаю, что Land Cruiser с каждым днем она все больше и больше наливается. Она в процессе еще нальется. Давайте возьмем несколько ягод Кишмиш Ара-30. Да, в данном случае она уже практически готова. То есть она полностью созрела, имеет очень, скажем так, свои все сортовые особенности. То есть она хрустящая. Давайте возьмем несколько ягод кишмиша под условным названием Черномор. К сожалению, оригинального названия неизвестно. Давайте проведем взвешивание. Первым идет у нас кишмиш Черномор. Да, 8,71. Следующая ягода тоже где-то 8,5. Я думаю, 10-12 грамм при полном нормальном урожае будет. Следующий кишмиш Ара-30. Да, 9,58. Здесь данная ягода будет немножко меньше, конечно. Да, около 8 грамм. Следующий Land Cruiser. 9 грамм. Здесь, ну, где-то около 8. И кишмиш подарочный. 8,22. 7,5. Давайте посмотрим на размерные характеристики, чтобы у вас было восприятие, да, чтобы понятно было. Ставим его на 0. Имеет ягоду 26 миллиметров и в диаметре 22 миллиметра. Следующий у нас кишмиш Ара-30. 32 миллиметра на 22 миллиметра. И Land Cruiser. Land Cruiser вообще поздний по сроку созревания, 22 в диаметре и в длину 26 миллиметров. Land Cruiser еще увеличится в размере. Да, и возьмем здесь 30 миллиметров, в диаметре 19 миллиметров. Давайте посмотрим на класс бессемянности. В данном случае это у нас кишмиш Черномор. Да, имеет такую плотную хрустящую мякоть. Сок у него, видим, окрашивается. И видим здесь вот такой вот небольшой рудимент. Да, то есть она при еде вообще не будет ощущаться. То есть она вот примерно, как вам сказать, то есть она, ну, даже в этом состоянии полностью раздавливается. Давайте возьмем Ара-30. Так, на Ара-30 видим здесь несколько больше, да, но тоже это не кости, скажем так, вот такие вот ниточки, которые полностью, она вот в руке вот так вот раздавливается. Давайте посмотрим на Land Cruiser.
Да, Land Cruiser здесь чисто, вообще ничего нету. Давайте так посмотрим. Да, и здесь нету. Так, давайте посмотрим на подарочный. Да, на подарочном видим здесь несколько крупнее вот эти вот рудименты, которые точно так же полностью будут вот так вот раздавливаться. Это вот смотрите, здесь, да, какие рудименты, и здесь на подарочном. Но опять же, она при еде за зубы цепляться не будет, она полностью все это дело съедает. Давайте еще одну ягодку подарочного разрежем и посмотрим еще одну. Да, здесь точно так же есть рудименты. Опять же повторяюсь, данные рудименты в последующем они полностью исчезнут. По крайней мере, не будут явно так проявляться. То есть это не косточки, а какие-то вот непонятные вот такие вот образования. Это то, что касается сигнального урожая на сигнальных гроздей. На следующий год при полном созревании уже можно объективно судить о других характеристиках, таких как срок созревания, о вкусовых качествах, как она будет набирать сахар и так далее. На мой взгляд, очень интересный. Что хочу для себя отметить, что Ара 30 имеет очень плотную, хрустящую, вкусную ягоду. На мой взгляд, данный кишмиш имеет большую перспективу. Это все, что хотел сегодня рассказать. Всем пока, до новых видео.